16 дней против насилия над женщинами. Запрещена Human Rights Watch. Stop Time покинули Россию. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 29 ноября, 14:30. 25 ноября началась 16-дневная кампания ООН по защите женщин от цифрового насилия. По оценкам, во всем мире почти каждая третья женщина хотя бы раз в жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию. Расскажу историю архитектора-художника Ольги Смирновой. Она отбывает 6 лет лишения свободы за несколько публикаций в паблике ВКонтакте «Демократический Петербург. Мирное сопротивление», а также за организацию антивоенной акции 6 марта 2022 года. Вот цитата из публикации об акции. «Особо тяжкие военные преступления, совершенные российскими агрессорами всего за несколько дней текущего года, по масштабу сравнимы только со злодеяниями немецких нацистов в годы Второй мировой войны». В тот день в 69 городах России задержали на антивоенных акциях около 5000 человек. 28 ноября российские власти признали нежелательной международную правозащитную организацию Human Rights Watch. Более 3 десятилетий они оказывали давление на правительство России в целях соблюдения прав и свобод человека. 25 ноября российские платежные сервисы без объяснения причин отказались продолжать работу с правозащитным проектом ОВД-Инфо. Долгое время девизом их помощи задержанным на протестах было «Никто не должен оставаться один на один с системой». Сейчас их цель добиться полного прекращения преследований по политическим мотивам в России. В апреле они запустили направление юридической помощи людям, столкнувшимся с давлением за политические взгляды на работе и учебе. С 2017 года они занимаются обжалованием в ЕСПЧ задержания участников протестов и других нарушений их прав. За это время совместно с правозащитным центром «Мемориал» они подали более 3000 жалоб. Сумма компенсаций достигла 1 миллиарда рублей. Теперь они перенаправили поток жалоб на Комитет по правам человека ООН. Десятки тысяч человек в России больше не могут их поддержать, но можете вы. Подпишитесь на регулярные пожертвования по ссылке в описании. 23 ноября стало известно, что солистка группы Stop Time Диана Логинова и гитарист Александр Орлов были освобождены и покинули Россию. В тот же день в Нью-Йорке перед консульством РФ ассоциация, подобная нашей Russian America for Democracy in Russia, провела музыкальную акцию в поддержку музыкантов Stop Time и всех уличных музыкантов России, задержанных полицией за исполнение антивоенных песен. Радар помогают политзаключенным с продуктами и медикаментами, закупают дроны для защитников Украины и гуманитарную помощь для гражданских, помогают просителям убежища в детеншенах США. А мы продолжаем приглашать вас участвовать в акции в поддержку тех, кто в России выступает против войны. Песня «Монеточки, ты солдат» уже доступна с субтитрами на 6 языках. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.